2, 3, 4. Встречайте, «Орел и решка. Перезагрузка». 3-й сезон. В этом сезоне мы перезагрузим новые старые города. Заново откроем удивительные острова. Ну, здравствуй! Перезагрузка настигнет даже наших ведущих. Привет! Как тебя зовут-то хоть? Я хочу кого-то убить. Это будет самый неожиданный сезон. Не пропустите. Сейчас будет то, чего не было за 8 лет никогда в «Орле и Решке». Что происходит? Мне надо собраться, старик! Тихо, тихо, тихо! Вам понравится. Да уж, хорошее начало сезона. Хорошее. Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Thank you. Это же покер-матч. И здесь победитель получает все. Ха! А вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. Вот это поезд длинный. Всем привет! Это «Орел и решка. Перезагрузка». И мы начинаем новый, 3-й сезон, который стартует в Иордании! Классное начало сезона. Мы так и хотели. Да, Настюха, ты же понимаешь, что мы прилетели в настоящее королевство? Так это же получается, у меня есть все шансы по-королевски провести уикенд. Размечталась. Сейчас попросим монетку и все решим. Итак, по старинке. Орел, Орешка. привет, Иордания! Какая большая монета. Ой-ой, юшечки, юшки! Мне нравится, мне нравится! Ой, подожди. Это же я королева уже. Где мои манеры? А, лорд Птушкин, разрешите откланяться? Королева Анастасия пошла Какая тратить ты свои королева? денежки. Максимум мамкина принцесса. Ты мамку мою не трогай, слышь? Среди хаоса Ближнего Востока притаилось тихое и спокойное государство – Иордания. Страна золотых песков, улыбчивых людей и камней с тысячелетней историей. Очень странно. Вот ты уже привык к тому, что когда ты меняешь $100, у тебя в руках такая жирная котлета из местной валюты. А здесь $100 — это несколько купюр, 69 динар всего. Туговато мне придется в Иордании. Туговато. Сейчас мне в режиме рыси нужно добираться до города, но общественный транспорт здесь — это целый квест. Автобус стоит $7 и привозит на станцию Табарбур. Оттуда до центра снова на автобусе или на такси. На такси денег нет, поэтому остается старый добрый автостоп. Когда у тебя есть деньги, ты ездишь на такси. Когда у тебя много денег, ты берешь машину представительского класса. А когда у тебя денег столько, что они вылазят из карманов, и ты не знаешь, на что их потратить, ты берешь коллекционную, раритетную, крутую тачку. Упадите на колени перед этим авто. Ведь это не машина, а божество в мире автомобилистов. Перед вами великий и ужасный Porsche Spyder 550. На гонках он выиграл все, что только можно. А еще прославился тем, что убил актера Джеймса Дина. Погнали? Ой, кто это у нас здесь такой? Антошенька, что у
нас уже проблемы начались, да, из города не уехать. Да я до города Ой, не доберусь слышу, лучше, сядь чем пониже, ты. не слышу, не слышу, не Я слышу. говорю, я до города доберусь Let's лучше, go. чем ты на своем Porsche Spyder 55-го года выпуска. Хромированный 2,5 литра турбо. Я всегда мечтал о такой машине. Влево дай хоть кружочек прокатиться. Это ж такая же, как у Джеймса Дина в том фильме. Maybe we can... Может, вернемся за ним? Вы уверены? Нет. Let's go. Обидно, что Настя даже не понимает, насколько эксклюзивная у нее тачка. Таких машин в мире всего 125 штук. На аукционе за них дают по 5 миллионов долларов. Антоха, я тебе больше скажу. За ее рулем не просто шоферишка, а миллионер. Юсеф Фитиани. Благодаря именно этой тачке Юсеф считается самым уважаемым иорданским коллекционером. Этот Порше почти не видит белого света. Миллионер выгуливает его всего пару раз в год. Поэтому мои покатушки на нем полнейший эксклюзив. Ой, Настя, я сейчас себе такую тачку поймаю. Локти кусать будешь. Тем более, что, по слухам, автостоп в Иордании просто отличный. Ну, наконец-то! Слава верблюдам! Хай, вы едете в центр? Да. А сколько денег? А сколько дадите? Сколько? Не знаю. Вы скажите, я думал бесплатно. Садись. Окей? Спасибо. Погнали. 15 минут ожидания, немножечко удачи, и все наши усилия конвертировались в эту чудесную машину с доброй душой водителя, который довезет нас до центра Омана. Бесплатно. Иордания не имеет никаких природных ресурсов, каких-то богатств, там, золота, угля, нефти. Но при всем при этом ее экономическое состояние выше среднего. То есть это довольно богатая страна. Насколько я знаю, они живут за счет туризма. Но глядя на все эти безжизненные, безлюдные поля, пока не понимаю, какой туризм здесь может быть. В прошлом году страну посетило почти 4 миллиона туристов. Это как пол Иордании. Все потому, что здесь есть виды туризма на любой вкус. Городской, археологический, религиозный, гастрономический, пустынный, экстремальный, подводный и даже медицинский. Мы покажем вам, как процветает здесь каждый из них. И начнем с городского туризма в столице Иордании, городе Амман. Кстати, чувствуется, что мы подъезжаем к столице, потому что машин стало гораздо больше, светофоры стали чаще, а это значит, что попахивает пробочками. Сегодня прекрасный день. Рамадан. Пробок не будет. Ой, здравствуйте, пробочки. Хорошо, что бедный турист может не стоять в пробках, а выйти из машины и топать себе пешочком. Корона не упадет. Первое, что бросается в глаза, все дома вокруг цвета топленого молока. Но это не потому, что оманцы не знают других цветов. Просто так здания лучше отражают солнечный свет и сохраняют прохладу в жару. Огромное количество домов. И знаете, они мне все напоминают картонные коробки, в которых вырезали окно. И их тысячи. Очень необычно. Я такого нигде не видела. Вот в Омане все улицы похожи одна на другую. Из-за этого совершенно непонятно, где ты находишься. Вот что это? Это окраина, это центр, это может какой-то туристический район или вообще рынок. Нужно подняться немного повыше, чтобы все рассмотреть.
Оман расползся по 7 холмам. На самом высоком из них стоит цитадель, руины древней крепости. За $5 здесь можно дотронуться до истории. И рассмотреть весь город. Знаете, внизу было совершенно ничего непонятно, я поднялся наверх, и стало еще более непонятно, потому что, ну посмотрите, все серое, однотипное, совершенно невыразительное. Как будто взяли вот из этой тарелки хумуса так вот в руки набрали и по холмам размазали. По-моему, просто забыли перевести на арабский слово «дизайн», потому что им здесь и не пахнет. Ну а мы продолжаем наш квест под названием «Выживи в маленьком кабриолете на дорогах Омана». Да, находиться в городе, честно говоря, не очень комфортно. Не так я себе представляла поездку по Оману. Не так. От жары начинаешь сходить с ума. Я поднимаю белый флаг. Ничего личного к Иордании и к иорданцам, но мне кажется, что если я проведу здесь еще хотя бы полчаса, здрасте, я буду очень злая, и впечатления от города у меня будут очень плохие. Сегодня мне обязательно повезет. Ну вот смотрите, приехал в город с комфортом на крутой тачке, причем совершенно бесплатно. Не стоял в пробках, как некоторые, а спокойно прошелся и город посмотрел. Короче, ребята, если у меня такой фарт с самого утра, нужно срочно сыграть в покер. Сейчас зайду в покер-рум и обязательно выиграю. Так, кто тут у нас сегодня, а? Какие у меня соперники? Ребят, соперников нет, тут одни фиши. Тут сегодня просто, по-моему, мой день. Тёма, что ты с камерой? Давай ко мне, заряжайся на второй. Сейчас мы их просто тут разуем, разденем всех. Поехали. Мы приехали в Иорданию во время священного месяца – Рамадана. В это время мусульмане соблюдают строгий пост, во время которого нельзя пить алкоголь, курить, вступать в интимную близость, жевать жвачку, ну и, конечно же, нельзя ни есть, ни пить в светлое время суток. В Рамадан мусульмане особенно усердно молятся. 5 раз в день приходят в мечеть. Это центральная мечеть города Оман. Она... Слышите? Это азан начался. Многие думают, что это молитва, но на самом деле это только призыв на молитву. А специальный человек, муэдзин, вставляет указательные пальцы в уши и зовет всех в мечеть. Все нормально, я услышал, я иду. Мечеть короля Хусейна – одна из немногих в Омане, куда пускают туристов. Не знаю, что делать. Чтобы не растеряться и не наделать глупостей в мечети, расскажу вам, как здесь все устроено. Ну, во-первых, перед молитвой все разуваются. Ведь на подошвах могла остаться грязь, которая недопустима при общении с Аллахом. Во-вторых, все молятся на специальном ковре. Если молитва застала тебя дома или на работе, можно молиться хоть на собственной куртке. Главное, чтобы под тобой был островок, который оградит от злого духа. В мечети все молящиеся должны соприкасаться друг с другом. Это чтобы шайтан не смог пробежать между ними. Во время молитвы мусульмане много раз должны становиться на колени и опускаться ниц. Но старые люди, которые уже не могут этого сделать, они могут сидеть на лавке, на таких специальных лавочках, и просто наклоняться. Видите, есть лавочки, на которых присутствуют только одни старики.
Мусульмане всего мира молятся лицом в сторону своей святыни – священной Каабы, которая находится в городе Мекка в Саудовской Аравии. Мусульмане молятся 5 раз в день. Точное время зависит от восхода солнца, и его всегда можно посмотреть на электронном табло в храме. Считается, что мусульмане должны молиться чистыми. А так как молятся мусульмане в среднем 5 раз в день, то и моются мусульмане тоже в среднем 5 раз в день. В Омане богатому туристу, кроме пробок, ловить нечего. Поэтому я отправляюсь на юг Иордании, знакомиться с разными видами ее туризма. Дорога предстоит дальняя, так что начну свой тур с гастротуризма. Тут есть ресторанчик «Канзаман», что переводится как «давным-давно». Ну еще бы, зданию, в котором он находится, больше 100 лет. Представляете, ребят, раньше это была ферма. Да-да-да, самая настоящая ферма. А теперь это роскошный, дорогой, богатый ресторан. Раньше здесь ели кони, а сейчас туристы со всего мира. Подают здесь традиционную иорданскую кухню, приготовленную по древним рецептам. Вау! Это рыба, запеченная в соли, почти как в духовке. Блин, ребят, это вообще нереально. Я очень хочу это попробовать. У меня уже слюнки текут, глядя на это белое, нежное, сочное мясо. Первое блюдо – скдас машавию бельмелях – морской лещ, запеченный в корке из соли. Этому рецепту уже 4000 лет. Здесь соль прабабушка фольги. Она настолько плотно покрывает рыбу, что та запекается в ней в собственном соку. Это изумительно. Я 100% ожидала, что она будет пересоленная или просто очень соленая. Но нет, ребята, этого даже близко нету. Кожа морской рыбы настолько плотная, что не позволяет впитаться большому количеству соли. Вкусная, безумно вкусная. Я не знаю, что они с ней сделали, но она правда волшебная. На второе принесли следующее традиционное блюдо – асафер. Это фиговые жаворонки. Thank you so much. Боже ты мой, какие малютки. Иордания – страна пустынная, поэтому в голодное время в еду шло все, что содержало хотя бы 2 грамма мяса. Выглядят они, конечно, очень жалко. Как его есть вот приборами? Как минимум пинцет нужен. Как его есть? Целиком. Целиком? Я справлюсь. Окей, thank you. Ну, как говорится, кто рано встает, тот к обеду уже на столе. Шикарно. Просто так странно, что я ем это с костями. Здесь просто маленькая хрупкая птичка размером с мой мизинец превратилась в фарш. Это не просто жаворонки, это фиговые жаворонки. Они питаются насекомыми, которые питаются фигами. И, по идее, они должны быть сладкие. Но это неправда. Потому что по вкусу мне это все напоминает смесь печенки с костным мозгом куриным. На третьем мне принесли сырое мясо. Не успела опомниться, как его уже помазали чесночной пастой, полили лимонным соком, присыпали перцем и сбрызнули оливковым маслом. Сейчас бы это на сковородочку да зажарить. На самом деле это готовое блюдо кибе на арали – фарш ягненка, который рос в стерильно чистых условиях, ел стерильно чистую пищу и был убит стерильно чистыми инструментами. Поэтому такое мясо абсолютно безопасно для здоровья.
Намазываем на хлебушек. Нет ощущения, что ты ешь сырое мясо. Такой, знаете, насыщенный, вкусный пирожок получается. Вот вы знаете наши блюда, которым 4000 лет? Нет? А в Иордании их знают, помнят и готовят. Даже вот в таком современном ресторане. Рамадан накладывает сильный отпечаток на привычную жизнь города. Чтобы в этом убедиться, нужно просто прогуляться по его улицам. Обычно шумный, бурлящий Оман будто погружается в летаргический сон. Во время Рамадана, чтобы людям было проще, рабочий день начинается позже, а заканчивается раньше. Но смотрите, куча дорогих магазинов, а все закрыто. Во время Рамадана все рестораны, кафе, бары, закусочные, все это днем закрыто. Зачем? А чтобы не было соблазна. Меняются и сами иорданцы. Из-за жажды и голода, обычно веселые и открытые, местные становятся хмурыми и раздражительными. Тут даже туристам не советуют пить, есть или жевать жвачку на глазах у местных. Они могут принять это за оскорбление. А все важные вопросы с иорданцами лучше решать вечером, когда они наедятся и станут добрыми и сговорчивыми. Знаете что, мне только что посетила идея. Так как я нахожусь в Омане в Рамадан, то почему бы мне в качестве эксперимента не попробовать подержать сухой пост, то есть обойтись без воды и еды, до захода солнца, а? Причем, самое главное, не изменяя привычному образу жизни. Так, сверили часы. Я думаю, без проблем справлюсь. Поехали. Машина классная, погода классная, я классная. Но надо учитывать тот факт, что волосы из-за такого ветра, потому что мы едем без крыши, просто уничтожает мое лицо. Спасибо за этот легендарный кабриолет, но если я сейчас же с него не встану, моя голова будет выглядеть так, как будто ее пожевал верблюд. Прости и прощай, машинка за 5 лимонов. В общем, ребята, попонтоваться долго у меня не получилось. Хоть та машина и супер крутая, но она супер жаркая и супер неудобная. Поэтому путешествовать дальше по красотам Иордании я буду на уютном, миленьком джипчике с кондиционером. Я решила отправиться в место, нетронутое цивилизацией – пустыню Вади-Рам. 5 часов по живописной королевской дороге, и я на месте. Гастрономический туризм – прощай. Привет, пустынный туризм. Прошло уже 2 часа с того времени, как я перестал есть и пить. Чувствую себя нормально. Я думаю, что я без проблем выдержу все 8 часов эксперимента. Мне бы сейчас маленький глоточек воды. Миллилитров так на 30, на 40. И было бы норма. Ой, как жарко. С каждой минутой во рту становится все суше. Начинает клонить в сон. Четыре часа со времени начала эксперимента, даже чуть больше. Я хочу кого-то убить. Я стал раздражительным. Меня все злит и бесит. Очень хочется пить. Прямо очень. Люди, которым в эти дни приходится работать на улице, чтобы сэкономить силы, стараются не двигаться и даже не разговаривать. Остальные по домам смотрят сериалы или просто спят. Мы, конечно, в Орле и Решке никогда такого не делали, но если мы в Омане, а здесь люди днем спят, чтобы соблюдать Рамадан лучше, а я, получается, участвую в эксперименте, то я тоже должен поспать днем. Я честно не хочу, но, ребят, правило есть правило. Работа у нас такая тяжелая.
Так как мне не нужно тратиться на еду, я решил арендовать себе номер в местном бутик-отеле. А что? Могу себе позволить. Здравствуйте. Хочу снять номер в вашем отеле. Самый дешевый стоит 6,5 динаров. Six. Окей. Слушайте, ну как-то подозрительно дешево. 6,5 динар — это примерно $9 за место в бутик-отеле. Я просто был в бутик-отелях по всему миру, и они выглядят примерно вот так вот. Очень красивая спальня-гостиная. Вау! Класс! О, как на батут прыгнул. Ну что, пришло время посмотреть, как выглядит бутик-отель в Иордании. Бутик-отель, говорите? Ну не может бутик-отель стоить $9. Нет, на самом деле я полный дурак, что повелся на надпись «Бутик-отель». Да потому что это не бутик-отель. Это просто отель, который называется бутик. В одной маленькой комнате 6 кроватей. Стены обиты вагонкой. Ну, есть кондиционер. Ребята, и это супер круто в жаркой ближневосточной стране. Но во всем остальном шкафчики, единственный письменный стол, какие-то непонятные календари. Это типичный хостел. Ладно, чего я в самом деле? Пару часиков посплю под кондиционером, а потом дальше в город выдвинусь. Все-таки под кондиционером лучше, чем под палящим солнцем. Господи, как же хочется пить. Мне надо в город идти. Здесь мне точно жизни не будет. На самом юге Иордании находится пустыня Вади-Рам. Местные называют ее лунной долиной. Но какая же это луна? Это же Марс! Многие места на Земле похожи на эту красную планету. Но именно Вади-Рам стала любимицей голливудских режиссеров. Здесь снимали «Марсианина», «Звездные войны», «Красную планету». Местные поняли, что на этой красной земле можно здорово заработать, и начали строить кемпинги, которые напоминают колонии на Марсе. Поэтому сегодня я буду жить вот в такой капсуле. Ого! Реально, все это похоже на марсианский кемпинг. Реально, как будто мы на другой планете. И так хорошо здесь. Такая огромная кровать, кондиционер, вид. Слушайте, классно. Все вроде бы просто. Душевая кабина, раковина и спальня, но все вместе смотрится просто супер. Это поселение в отельной индустрии называется глэмпинг, от слов «гламурный» и «кемпинг». Это когда с виду палатка, но внутри условия, как у 5-звездочного отеля. Друзья, если честно, ну правда, я всегда мечтала переночевать в пустыне, но я представляла себе палатку с какими-то не очень крутыми удобствами, туалет на улице, о душе вообще мечтать не приходится. А здесь самый настоящий, крутейший гостиничный номер со всеми удобствами. И вид какой!
Пока, Земля, я остаюсь на Марсе. Друзья, я прям не ожидала, что на Марсе так красиво. Поэтому все срочно прилетайте сюда, и не только за красотой, а еще и за хрустящими стабаксами. Бутылку в Иордании ищите в пустыне Вади-Рам. От палаточного центра Сан-Сити двигайтесь на юг до конца скалы. Затем поверните направо и идите 200 метров вдоль скалы до разрушенного недостроя. От него карабкайтесь вверх в ущелье. Там, под большим валуном, и спрятан наш клад. Интересно, есть ли жизнь на Марсе? Семь часов со времени начала эксперимента. Мне капец. Я как улитка. Я торможу, я не могу быстро ходить. Я медленно думаю, медленно разговариваю. Господи, как мне хочется пить. Ребята, у меня отличная новость. Через полчаса мой голодный эксперимент закончится. Об окончании поста должна оповестить вечерняя молитва. Перед началом молитвы самое оживленное место в городе – это площадь перед мечетью. Все приезжают и приходят именно сюда. Вот это уже настоящий восторг. Все кричат, суетятся, веселятся. Люди закупают продукты. Открываются киоски с шаурмой. Еще каких-то 15 минут, и наступит самый долгожданный момент за весь день. Сядет солнце, и можно есть и пить, и гулять всю ночь. Sir, can I take one? Бесплатно. Thank you. خذها كمان واحدة. But, امسك يا راجل. thank you. خذ يا Каждому на улице подходят и раздают воду бесплатно и финики. Есть, насколько я понимаю, их пока еще нельзя. Но этот час уже близко, и ты уже чувствуешь, какой он вкусный, потому что есть нереально хочется. Даже не столько есть, сколько пить. И вот она уже у тебя в руках, такая холодненькая, запотевшая. Но еще нельзя. Вот еще 5 минут люди терпят, всем раздают воду, и пока нельзя. И я могу сказать, что 8 часов без воды и еды где-нибудь дома под кондиционером, в принципе, вполне легко себе провести. Но под палящим солнцем передвигаясь целый день по городу, это правда сложно. Друзья, пара минут до начала еды. Просто посмотрите на эту улицу. Еще полчаса назад здесь была куча машин, настоящая пробка. А сейчас одна, две, привет. И люди уже спешат домой, потому что скоро будет вот это вот все. 2 минуты, 2 минуты. Guys, Ребят, а когда можно пить? When? Когда? When? Когда? When? Когда из храма будет звучать Аллах Акбар. And it's praying now, yeah? It's praying. Все, можно пить. You can? Все, ты можешь. Правда? Друзья, сейчас будет то, чего не было за 8 лет никогда в Орле и Решке. Дегустация воды. Ребята, это была самая вкусная вода в моей жизни. Это не вода, это просто патока. Это так вкусно! Вы можете угоститься нашей едой. У вас есть еда? Правда? Да, заходи. Конечно же, я хочу угоститься. Я же весь день ничего не ел. Я просто шел по улице, просто увидел этих ребят и спросил, когда можно будет пить. И вот они уже приглашают меня к себе преломить с ними хлеб. Присоединяйся. I can join you? Как это вкусно! Это самая обычная курица. Ну, после 8 часов голодания это, блин, фонтан. Это очень круто. Мне очень нравятся здешние люди. И традиции здешние тоже очень ничего. Гайс, Ребята, спасибо за еду. Это очень необычно для меня. thank you so much. Ну вот видите, люди прямо на рабочих местах, вот, пожалуйста, разложились и едят. То есть целый день люди голодали. Пожалуйста, лапшичка. Присоединяйся! Oh, really? Правда? Wow, thank you. Во время Рамадана отказываться от угощений – признак неуважения. Поэтому
нужно попробовать хотя бы немного. Окей, I will try. Yeah. Это рис, это хумус с орехами, это кофта. I'm a very... Я большой фанат хумуса. Ешь ложкой. Послушайте, ребята, ну, вы же понимаете, что... Нет, сразу в рот. Окей, sorry. Вот так. Итак, можно в Рамадан устроить фудтуры. Просто ты идешь... Приезжайте в Рамадан, сюда, в Иорданию, в Оман. И просто после заката солнца идете, даже никого не трогаете. Все случится само. Вас сами будут приглашать люди, сразу будут кормить, поить, еще, возможно, спать уложат. Когда на Оман опускается ночь, город загорается яркими огнями и шумит, чавкает, веселится. Просто посмотрите на это. Вот все эти кафешки, они все были днем закрыты, здесь не было ни души. Сейчас столы просто за горизонт уходят, все едят, все счастливы, все пьют наконец-то. Дети, здравствуйте. Хай. Вау. Это как будто другой город вообще. Здесь полно народу. Очень круто. Как будто взяли, вот тот Оман убрали, а новый Оман поставили. И заметьте, для этого веселья не потребовалось ни капли алкоголя. На столах только газировка и сок. Во время Рамадана все бары и винные магазины остаются закрытыми, даже после захода солнца. Sir, do you know what is... А вы не знаете, что это за очередь? За сладостями. Как это называется? Кнафе. Кнафе? Это вкусно? Окей. Будешь? Можно попробовать? Правда? Это какой-то удивительный город. Все тебе предлагают еду за бесплатно. Очень вкусно. Забирай все. Come on. Да ладно, перестань. Really? Really? Спасибо. you, sir. Как вас зовут? Ахмед, Антон. Приятно познакомиться. Это что-то такое знакомое. Знаете, что мне напоминает? Сейчас будете смеяться. Вареники. Вареники с чем-то сладким. Здесь такое же тесто внизу, а это какая-то очень вкусная сладкая фруктовая соломка. Ну реально похоже на вареники. Кнафе – любимый десерт арабов. И состоит он из сладкой кадаифской вермишели, козьего сыра и сиропа. После плотной еды это вещь. То, что нужно. В пустыне тоже закончился пост, и это событие здесь отмечают с размахом. Готовят блюда по старой бедуинской традиции – в земляной печи. Раньше бедуины пустыни Вади-Рам просто закапывали продукты в горячий песок. Слава богу, сейчас есть особые подземные духовки, в которых на вот таких мангалах готовится курица, баранина и рис. Приятного мне традиционного аппетита. Этот рис тоже вместе с мясом запекался в земле. По вкусу, знаете, напоминает, чем-то плов. Только без мяса. Ребят, извините, я больше не могу говорить. Я так хочу есть, это так вкусно. Можно я просто поем? Спокойной ночи, друзья. Доброе утро.
Многие богатые туристы едут в пустыню Вади-Рам ради одного суперкрутого развлечения – полета на воздушном шаре. Говорят, только с него можно увидеть, какая волшебная и необъятная эта Красная Земля. Я, конечно, на разных штуках летала, но я обычно была пристегнута и какие-то техники безопасности. А здесь ты просто летишь в корзинке. Мне страшно. Вот она, пустыня Вади-Рам с высоты 1 километра. Вади-Рам красивая и снизу, а сверху и вовсе напоминает палитру художника. С высоты птичьего полета очень хорошо заметно, как пустыня переливается в цветах. Вот лично я увидела красный, белый, песочный, бежевый, где-то даже голубыми оттенками переливается. Тут слова лишние, даже шепотом говорить не хочется. Что ж, спасибо тебе, воздушный шар и пустыня Вади-Рам, за волшебных бабочек внутри. Спокойно просто взлетели и так спокойненько, мягенько садимся. Глупо на 2 дня оставаться в пустыне, когда в Иордании полно развлечений. Поэтому от пустынного туризма переходим к подводному и пулей мчим на юг страны в курортный город Акаба. Друзья, мы в Орле и Решке слишком любим приключения, чтобы проводить 2 дня в Омане, поэтому взяли зеленку, бинты, крем от загара и из города. Я отправляюсь познавать экстремальный туризм Иордании. Сделать это можно в каньоне нереальной красоты – Вади Муджиб. Наконец-то я добралась! Друзья, я пересекла всю страну, чтобы увидеть Красное море. И вообще думала, что оно будет цветом, как мое платье. Ну да ладно, сейчас я буду погружаться на дно. Вуаля! Настюшка уже в костюмчике и готова неистово дайвить. Ребята, мне предстоит дайвить в уникальном месте, потому что именно с этой точки открывается вид сразу на 4 страны. Позади меня Египет, слева Израиль, спереди Иордания, а справа Саудовская Аравия. Вот так. Скажете, не удивило? Дайвинг в Красном море. Да в Египте каждый второй нырял смотреть кораллы. Но, во-первых, на дне меня ждет кое-что поинтереснее кораллов. А во-вторых, нырять я буду с настоящим ихтиандром. Сколько вы были под водой? Я прожил под водой 48 часов. Правда? Да, под водой я спал, ел, тренировался. Я хочу поставить мировой рекорд и прожить под водой 6 суток и 2 часа. Вы сумасшедший. Мы когда погружались там максимум на полчаса, мне казалось, мне не хватит воздуха, а человек жил под водой, ел под водой. Просто... Как это возможно? Очень просто. Я тебе сейчас покажу. Вот так я ем под водой. Так пью. Так я поддерживаю физическую форму. А так сплю. Все благодаря ежедневным тренировкам. Вы вообще представляете?
Человек, как рыба, живет под водой. Ну что сказать, друзья, теперь мне вообще ничего не страшно, потому что со мной погружается один из самых крутейших инструкторов дайвинга в мире. Не беспокойтесь. Когда погружаешься на дно, видишь ни камни, ни кораллы, ни черную бездну, а огромный затонувший корабль. При виде этой махины перехватывает дыхание. Его зовут Сидер Прайд. Он пошел ко дну 30 лет назад, и сейчас, как огромный стальной великан, неподвижно лежит на левом боку. В 10 метрах от корабля лежит старый танк с пушками и со свернутой на бок башней. Но то, что показалось дальше, это вообще шок. Военный самолет. Пустой. Безжизненный. Хотя стоп, подождите. Что это за место? Кажется, что здесь произошла какая-то катастрофа с кучей жертв. Но нет, все эти штуки – экспонаты большого подводного музея. И корабль, и самолет, и танк затопили специально для того, чтобы дайверам было на что посмотреть. Кораллам где расти, рыбкам где жить, а иорданцам на чем зарабатывать деньги. Друзья, это было нечто. Это был лучший дайвинг в моей жизни и лучшие виды, которые я только видела под водой. Этот самолет только чего стоит, понимаете, кабина. Понятно, что там не настоящий скелет, но выглядит это все так реалистично, так натурально, завораживает и захватывает дух. Вот оно. Друзья, за моей спиной иорданское чудо природы. Вади Муджиб. Это название, если что, а не имя и фамилия. Вади Муджиб – это сказочный каньон у берегов Мертвого моря. Миллионы лет над ним усердно работала река Эль-Муджиб. Которая и выточила эту гигантскую расщелину в земле. Река подсохла, но до сих пор не оставляет каньон в покое. Находчивые иорданцы этим воспользовались и устроили здесь настоящий водный аттракцион. Друзья, вот вам совет. Обязательно положите в свой рюкзак сменную одежду, плавочки. И купите себе здесь сменную обувь. Она стоит недорого, всего 5 динар. Поэтому... Подожди, 5 динар? Слушай, так это $8. Чувак, так это дорого. Ребята, берите с собой сменную обувь. Ну их нафиг. Всем привет, это travel-влог Антона Птушкина. Мы в поисках экстрима. И пока даже пригоршни экстрима здесь даже не чувствуется. Вот видите, туристы ходят за ручку. Красиво, но не экстремально. Но это пока. Мне обещали тут полную выкладку. Крики, вода в лицо, прыжки. В общем, все будет. Только надо чуть пройти дальше. Сначала ты просто идешь по водичке и любуешься идеально обтесанными скалами. Невероятная красота. Просто глазам своим не веришь. На
Над тобой скалы высотой метров 120-130. Ты находишься в очень узком ущелье, которое выточила вода. И здешние скалы, они какие-то совершенно фантастические. Как будто это какой-то инопланетный пейзаж, ей-богу. Вот крутость этого маршрута, то, что ты идешь его пешком по абсолютно дикой природе. Здесь нету никаких мостиков, никаких лифтов и нет туристов. Ты чувствуешь себя настоящим первопроходцем. Дальше уровень воды становится выше, и течение сшибает с ног. Ого! 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 Так, стоим, держимся. Чувство, будто у тебя перед носом крутится винт моторной лодки. Ну а дальше начинается какое-то водное месиво. Осталось финальное приключение. Иорданские горки. А мы переходим к медицинскому туризму Иордании. Да-да, такое здесь тоже имеется. Отправляемся на источники Хамамат Майн. Источники Хамамат Майн – это уникальное место. Это горячие водопады, которым уже тысячи лет. В этих источниках поправляли здоровье древние римляне. А сейчас здесь построили лакшери-спа-центр. Мой маленький рай, оазис в пустыне. Поездку на такие источники может позволить себе только очень богатый человек. Слава богу, я именно такой. Буду купаться в них за $56. Настя, ты уверена? За 15 динар я буду купаться в тех же источниках. Учись. Срываясь с 30-метровой высоты, горячая вода падает в холодную горную речушку, и получаются комфортные для тела 40 градусов. От скал вода напитывается минералами. И становится прям чудотворной. Она улучшает обмен веществ, замедляет процессы старения, лечит заболевания суставов и кожи. Дорогие источники, это просто нега. Бедные источники – это… Руссо туристо. Кажется, в бедных источниках киснет пол бывшего Советского Союза. Что смотреть? Надо идти купаться. Пойду переоденусь. В богатых источниках следят за температурой воды, чтобы туристам было комфортно. Понятное дело, что в бедных источниках за температурой воды никто не следит. И ты варишься, как рак в кастрюле. Прекрасные источники, потому что вода богата калием и магнием. Это означает, что здесь можно вылечить бронхит, танзелит, гайморит и даже болезни почек. И подхватить лишай, чесотку и грибок.
Иордания на 90% состоит из пустыни. И при этом умудрилась стать магнитом для миллионов туристов. Как оказалось, для этого нужно немного. Помнить, как готовятся старинные блюда, Как оно есть? Быть на волне современных трендов и проявить немножечко креатива. Я хочу кого-то убить. Я поднимаю белый флаг. Сейчас будет то, чего не было за 8 лет никогда в Орле и Орешке. Дегустация воды. Ивлеева, ты чего? Ты чего? В арабской стране. Тихо, спокойнее надо быть. Ладно, все, прости. Как твой уикенд? Да я Оман почти не увидел, потому что Рамадан. Зато познакомился с Рамаданом. И почти пост соблюдал, вот 8 часов без воды и еды. Зато только я плавала по воде и по воздуху. И это было просто волшебно. Дорогие друзья, увидимся с вами в следующем городе. Потому что мы полетели перезагружать следующий город. Тебя пора накормить однозначно. Да, надо Всё, поесть, ты потому уже что, честно говоря, умираешь. немножко... А куда? Там же... А красиво, посмотри. Красиво, Я очень там не красиво. гуляла просто вообще. Я там- тарелка для функций.